без всяких станков, чистой ножовочкой, болгарочкой и руками. Да. Друзья, всем привет! Стартует новый проект на канале. В данный момент времени мне нужно обточить вот эту корпусную деталь. К сожалению, пока я вам не скажу, что это такое. Создам немножечко интриги, но проект будет довольно-таки быстрый, и вы все сами скоро узнаете. Ну а пока можете попробовать угадать, что же это будет такое, куда это поставится, ну и прочее, прочее, прочее. Прицепил к токарному патрону, вот там вот оно на одном болте держится, упирается в кулачки и еще подпер задней бабкой. Запускаем. Вот так идет процесс. Включаю подачу, резец по цветным металлам. И процесс, короче говоря, пошел. Так, незатейливо, по чуть-чуть пошла стружечка. Первая цель — это облагородить эту корпусину, сделать ее более симпатичную, потому что вот такая вот она сейчас вся. Ну и подготовить, сделать плоскую базу, чтобы можно было ее крепить, хотя бы более-менее с удобством. В общем, как вы можете заметить, идет вот такой съем. Это магниевый сплав. Здесь примерно 8 мм толщина. Резечек вот такой. Стружечка получается безумной красоты. Очень блестящая. Надеюсь, никаких твердых включений не будет, чтоб, не дай боже, не вырвало. Все-таки в чем прелесть четырехкулачкового патрона? Вот с одной стороны обработал. Уже красиво. Теперь буду пробовать обрабатывать вот с этой самой страшной на данный момент стороны. Здесь я пилкой ручной обрабатывал, отпиливал лишнее. Ну и нужно продолжить лишнее убирать. Подопру центром задней бабки и понесется все с удвоенной энергией. Для начала потихонечку центрую, по капельке, по зернышку. Видно, как отражается свет. А потом просто подопру, и можно будет обработать резцом. Вот такими, друзья, иногда приходится заниматься делами. На токарном станке без токарного вообще никуда. Любая обточка, любое облагораживание, даже разборки, там, допустим, каких-нибудь амортизаторов можно легко осуществлять. Раз резечиком разрезал его, вытащил. Ну и так далее, и так далее. Токарный станок — это просто супер инструмент для мастерской. Обработка с другой стороны. Опять же, четырехкулачковый патрон выручает. Здесь я уже никаким болтом не крепил. Здесь чисто подперто центром задней бабки. И идет неспешно процесс. Обрабатываются кривые, некрасивые места. То есть это, в общем-то, можно было ничего и не делать. Устройство и так работало бы. Много здесь лишнего металла, конечно, приходится сносить. Но надо облагородить, друзья. Потому что на канале очень много перфекционистов. И надо сделать это. Вот еще пару деталей этого проекта. Ну, точнее, это крышка, это шестеренка. Знающие люди, наверное, догадались, что это, скорее всего, должен быть редуктор. Да, друзья, я с вами согласен. Может быть, это редуктор. Но для чего он и в чем заключается основная дичь, этого пока что непонятно, и в этом видео я вам не расскажу.
Я даже не знаю, как вы доживете до следующего видео, потому что уже в нем все будет показано и рассказано. Будем тестировать вот эту вот нереально дерзкую вещь. Даже понятия не имею. Но мне самому очень-очень хочется испытать это. Потому что, ну, такого нет, по-моему, в интернете, аналогов нет и не было. Ну, может быть, будет после этого видео в больших количествах. Обработал немножко эту страшную деталь. Теперь она более симпатичная, более такая прямоугольная, более удобоваримая. То есть, более ее можно как бы просто использовать. Здесь будут вставляться шестерни, несколько штук. Вот, и будем все это дело тестировать. Ладно, пока что продолжаю делать, собирать. Вот, такая вот интересная затравочка, друзья. Затравочка будущего проекта. Раз уж мы выяснили, что это редуктор некий, то можно вам показать несколько кадров, как я его разбирал, в каком он изначально был состоянии. Вот. Потому что все снималось, друзья. Правда, это было очень давно. Возможно, оно будет не связано как-то там все. Но, тем не менее, материал есть и могу показать вам. Получилась кучка лишнего металла. Теперь нужно все очистить до идеала. Ну или приближенно к идеалу. В таких условиях идет процесс очистки. Здесь уже более-менее очищено солярой. Далее буду очищать очистителем тормозов уже до идеала. Как я сказал, подшипнички все внутри запрессованные. Ну, практически все. Некоторые вытаскиваются. А вот их будет очень хорошо очистителем тормозов вымыть. Так что так, ребят, потихонечку идет процесс. Уже все грязное дело сделал. Теперь чистенькой солярой еще раз все пройдусь. И детальки поступят на дальнейшую обработку. Возможно, даже токарную. Дело грязное, дело идет не быстро. То есть с этим редуктором я уже 3 дня примерно вожусь, получается. Что делать? Вещь очень нужная, вещь очень важная. Поэтому придется повозиться. Вот так вот мы вымываем остатки. Шестерня требует небольшой доработки. Установил в станок и буду обтачивать ее. Слишком она большая. Ну и вообще она мне здесь не нужна. Я уже попробовал точить обычным резцом, вроде бы берет. То есть эльборовым не придется воспользоваться, друзья. И вот так идет процесс. Мягенько, хорошо, потихонечку. Удивительно, но никогда так мягко по каленому не шло. Тем более таким чистовым резцом. Поверхность получается на грани фантастики. Ну, еще маленько срежем и хорош. Далее надо сделать еще одну деталь. На этот раз уже самодельную. Это была испорченная заготовка. Ну вот она пойдет на этот механизм, друзья. Вот так теперь выглядит эта корпусиночка. Внутри еще будет очень много потрохов. У меня на этом все, ребята. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Ну, естественно, кому интересно посмотреть, что это будет в общем итоге, тем более подписывайтесь. Ну, а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока. Занятная вещица получилась.
Все. Это просто какая-то, блин, дичь будет, я серьезно говорю.